Друзья, всем привет! В этот раз мы поговорим о рациях компании Baofeng. И у меня на обзоре все три наиболее популярные модельки данной компании. Первая у нас рация Baofeng BF38S, вторая рация Baofeng UV5R, третья рация Baofeng UV82, либо 82L. В чем принципиальное отличие этих раций? Это количество каналов. Здесь у нас 16 каналов, здесь у нас 128 каналов, здесь 128 каналов. Единственная рация, в которой здесь есть скрэмблер начального уровня, это вот, как ни странно, самая простенькая рация, а именно BF38S. У этих двух раций присутствует FM-приемник и фонарик. Насчет совместимости антенн. Антенны совместимы у всех трех моделей, можно их, я так понимаю, свободно менять. По крайней мере, разъем это позволяет. Самая компактная антенка у рации BF38S. Речь, конечно, идет сейчас о штатных антеннах. В практических условиях иногда имеет смысл использовать антенку Nagoya, которая позволяет повысить чувствительность рации и увеличить дальность до предельных расстояний. О каких расстояниях можно говорить? Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нужно вспомнить, какая выходная мощность у этих моделей. В этой рации выходная мощность у нас 3 Вт. В рации UV5R выходная мощность 4,6 Вт. В рации UV82 выходная мощность заявлена от 5 до 8 Вт. Соответственно, понятно, что при прочих равных условиях несколько будет отличаться максимальная дальность работы данных раций. Но опять же, то есть при стоимости, сейчас я примерно буду называть стоимость, потому что стоимость плавает в зависимости от курса доллара. Эту рацию я приобрел порядка 900 рублей, я за нее заплатил. Эту рацию я за нее заплатил около 1300 рублей. За эту я заплатил 1800 или 1900 рублей. Соответственно, меньше расстояние будет покрывать вот эта дешевая рация BF38S. Вот эта вот народная UV5R, она обеспечит, наверное, на открытом пространстве, я думаю, расстояние в 5 километров для нее будет более-менее досягаемо. Но для рации UV82 5 километров это на открытом пространстве практически гарантированная дальность, даже больше. Соответственно, ответим на вопрос, кому какую рацию я бы порекомендовал из этих трех раций. Конечно же, в первую очередь ориентируемся по цене, что вы себе можете позволить. В принципе, можно относительно комфортно пользоваться и самой дешевой рацией, но все-таки отсутствие дисплея, ограничение всего лишь 16 каналов, это как бы наиболее бюджетный вариант, и поэтому его мы используем только в крайнем случае, когда действительно финансы поджимают, но хочется получить более-менее рабочую рацию. В данном случае, почему эта рация у меня? Эту рацию я приобрел для сына, то есть она достаточно компактная, недорогая, в принципе не жалко, если там он ее потеряет. Далее. В принципе, обе эти рации, они двухдиапазонные. Комфортная работа, я бы сказал так, что на этой рации возможно комфортный прием двух диапазонов. На этой же рации реализовано в том числе и удобное вещание за счет двухпозиционной кнопочки PTT, которая позволяет вещать и в первую частоту, и во вторую частоту. Тем самым мы можем общаться сразу с двумя группами людей, что очень удобно. Если говорить про программирование этих раций, то, конечно же, его нужно производить обязательно с компьютера. То есть программирование посредством управления меню и клавиатуры, оно крайне неудобно. То есть при помощи него можно настроить только такие вещи, как мощность передатчика, повышенная, пониженная. Кабель для программирования через компьютер, он стандартный, с разъемом от, так скажем, прародителя
рации Kenwood. Давайте я покажу, что он действительно совместим со всеми тремя рациями. Вот, пожалуйста, и так он подключается и производится программирование. Это у нас первая рация я подключал. Так, вторая рация. Вот везде он таким образом подключается. Так, ну и третья рация. Здесь, конечно, дешевизна материалов более всего заметна. Видно, что вот этот вот резиновая заглушка отвалится быстрее всего. Вот, софт для программирования различен, но это небольшая проблема, софт достаточно компактный и достаточно простой с точки зрения использования. Так, ну, наверное, если вы думаете, какую рацию вам выбрать, то, наверное, как универсальное решение я бы все-таки рекомендовал, наверное, приобретать рацию UV5R, потому что двухдиапазонность она нужна не так часто. Охота, рыбалка, путешествия, туризм, коп, все что угодно. Для этого не потребуется двухдиапазонность. Двухдиапазонность и достаточно хороший аккумулятор штатный, который позволяет общаться до 2 дней без подзарядок. Вот почему эта рация дороже всех. Вот. Но, конечно, прежде чем ее приобретать, то есть нужно действительно подумать, действительно ли вам нужна эта двухдиапазонность, стоит ли переплачивать. Потому что переплачивая, покупая рацию 82-ю, вы автоматически лишаете себя возможности использовать большое количество дополнительных аксессуаров, которые разработаны именно для рации UV5R. В частности, увеличенный аккумуляторный блок под 6 аккумуляторов, вот, который я уже показывал в предыдущих видео. Очень удобная вещь, то есть позволяет расширить емкость аккумулятора, конечно же, за счет увеличение габаритов этой рации вот до такого состояния. Вот. Прочие аксессуары присутствующие, в том числе и автомобильные, действительно в большом количестве они присутствуют для именно модели UV5R, но их не существует в таком же изобилии для двух других раций. Поэтому, если вы все-таки выбираете 82-ю, то здесь как бы нужно понимать, что определенные отрицательные стороны, кроме, конечно, улучшенных характеристик и большей защищенности от влаги, от брызг, да, то есть здесь брызгозащита, здесь даже этого нет, то есть при попадании влаги рация может выйти из строя очень просто. Для полноценного погружения в воду, конечно, все третьи рации не предназначены, и брызгозащита есть только у 82-й, как я уже сказал. Какие мои впечатления от использования? В принципе, скрэмблер, присутствующий в самой дешевой рации, достаточно интересная вещь. При очень низкой цене функция скрэмблера, даже начального уровня, у большинства раций, и не только Baofeng, как правило, отсутствует. Чтобы можно было относительно свободно общаться и не бояться там называть имена в эфире. В принципе, вот эту рацию можно рекомендовать по радиусу действия в здании. Вот, я делал тест в одном из видео. В принципе, нас эта рация устроила. Вот, мы ее используем для персонала, так скажем, уровня там кладовщиков, других наименее важных сотрудников. Вот. Для более важных сотрудников приобретаются, конечно же, рации либо UV5R, либо UV82 в нашем случае. При активной работе с рациями, конечно же, возникают разные коллизии, то есть иногда ломаются антенны, иногда ломаются клипсы, там еще какие-то бывают падения, что-то там разбивается. Соответственно, нужно быть готовым, чтобы иметь возможность докупить вот те самые аксессуары дополнительные. И здесь, конечно же, лучше всего себя показывает моделька UV5R, для которой аксессуаров и запасных частей в продаже наибольшее количество. По моим ощущениям, самый плохой аккумулятор у рации UV5R, либо у рации Baofeng 888, судя по цене. Но мои данные не подтверждаются подписчиками. Многие писали мне в предыдущих видео, что да нет, замечательный аккумулятор у UV5R.
Что ж, я абсолютно это допускаю, потому что различные партии могут комплектоваться производителем совершенно разными аккумуляторами. Где-то подешевле они могут поставить действительно какое-то барахло. Может быть, мне попался именно аккумулятор именно из тех партий. Вот. Но как бы у меня из двух раций я могу сказать, что вот оба аккумулятора очень быстро умерли. Надеюсь, что вам при покупке UV5R более повезет. Ну, я бы на вашем месте, если вы будете ее приобретать, я бы, наверное, сразу бы заказывал дополнительные аккумуляторы, потому что они, в принципе, недорогие, то есть пусть лучше про запас они лежат. Как я уже ранее тоже рассказывал, в больших городах и частоты PMR, и частоты LPD достаточно забиты, и, соответственно, присутствие у всех этих трех раций возможности использования субтонов, субчастот, то есть для разделения ваших групп, так скажем, с другими группами людей, которые тоже могут на данной частоте появляться. Вот эти вот технологии DCS и CCTS, они очень удобны, и их использование действительно осмысленно. Кроме того, если вы соберетесь когда-либо воспользоваться так называемыми репитерами, использование данных технологий тоже потребуется. Соответственно, те рации, которые эту технологию не поддерживают, им, в принципе, я бы поставил сразу же минус в том плане, что, конечно же, это вещь нужная. Конечно же, вот эта вот дальность, заявленная там до 5 километров, там, или там, допустим, до 3 километров у Bafeng BF38S, это, конечно же, скорее для сельской местности, либо для полностью открытых территорий, там, для полей. В городе, конечно же, получить 5 километров ни на одной из этих раций вам, скорее всего, не удастся, потому что дома, да, то есть железобетон, перекрытие, даже, в принципе, один дом между вами, между двумя рациями уже составляет достаточно серьезное препятствие, и дальность сразу же падает, я не знаю, там наполовину. То есть еще один дом, и практически уже вероятность услышать абонента уже стремится к нулю. Однако для таких доступных по цене и достаточно удачных с точки зрения пользователя раций, я считаю это абсолютно нормально, потому что допустим, на оригинальных рациях от Kenwood в принципе незначительно более высокие характеристики, хотя там может использоваться совершенно другая элементная база при производстве. Вот. Но тем не менее, как бы все равно эти рации можно сравнивать, и с точки зрения начального использования или ознакомления с технологией радиосвязи, я бы рекомендовал, наверное, все эти рации как рации к первой покупке. Все эти три рации находятся в моей собственности. Вот, я могу положительно отозваться обо всех них. Вот. Ладно, ну, наверное, не будем затягивать видео, будем сворачиваться. Если вы покупаете товары на интернет-магазинах, то не забывайте использовать кэшбэк-сервис. Тот кэшбэк-сервис, который использую я и рекомендую, ссылка на него будет в описании. Всем счастливо, пока! Love is you.